Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Verdict. И в продолжении темы о стабилизаторах я решил сделать еще одно видео, только уже про механическую версию. Ранее у меня на обзоре уже была упрощенная версия ручного стадикама, однако сегодня мы поговорим уже о более серьезном решении и о его настройке. Это стадикам модели S60, который мне прислал магазин Gearbest. И начнем мы, как всегда, с качества сборки и с внешнего вида. Данная модель — это облегченная версия классического стадикама, выполненная из металла и состоит из вертикальной штанги и ручки, которая крепится к штанге через карданный подвес. Сам стадикам отлично собран, у него хорошие подшипники с низким трением и предназначен он для камер весом от 0,5 до 3,5 кг. Тут, правда, есть небольшой нюанс, но о нем чуть позже. У стадикама три площадки, две регулировочные, на которых имеются боковые уровни, а также основная, на которую крепится сама камера. Снизу нижней площадки имеются 4 резиновые ножки, на которые можно установить стадикам. Определенно не самая устойчивая конструкция, но все же они есть. Теперь рассмотрим принцип действия такого стадикама и его калибровку. Задача стадикама — это балансировка камеры, как статическая, так и динамическая, помогающая при резких поворотах и движении избегать раскачивания и сохранять вертикальное положение штанги. И сразу важный нюанс. Перед балансировкой вам необходимо закреплять камеру на площадку сразу со всей нагрузкой, то есть с батареей, флешкой, рекордером или другим оборудованием, если оно вам пригодится при съемке. Поскольку при любом изменении веса и расположении элементов сверху конструкции будет требоваться повторная балансировка. В случае с крупными объективами баланс может меняться даже при использовании оптического зума и смещения линз внутри объектива. Настройка статического баланса заключается в том, чтобы когда мы держим стадикам за ручку, штанга с камерой сохраняла вертикальное положение. Для этого нужно сделать так, чтобы нижняя часть весила немного больше, чем верхняя часть с камерой. Для калибровки статического баланса в нашем распоряжении на нижней платформе имеются 4 грузика двух разных размеров, которыми мы можем подобрать оптимальный вес для нижней части стадикама. А также благодаря телескопической конструкции мы можем раздвинуть саму штангу для увеличения плеча. Перво-наперво нам необходимо распределить вес так, чтобы камера из горизонтального положения проходила в вертикальное положение примерно за 2 секунды. Для этого манипулируем грузиками и раздвигаем или задвигаем штангу. И тут я сразу скажу еще об одном важном моменте. Дело в том, что чем тяжелее вся конструкция в целом, тем менее она подвержена воздействиям ветра и прочим воздействиям внешних факторов. То есть чем больше весит сама конструкция, тем лучше для съемки. В случае же с небольшими камерами, даже при малом количестве грузиков снизу, штанга может слишком быстро проходить горизонтальное положение. Однако тут есть очень простое решение. Мы просто искусственно утяжеляем конструкцию сверху, цепляем дополнительно тот же рекордер, вспышку или что-то еще. Я, например, использовал грузики от другого стадикама. Таким образом, мы можем искусственно утяжелить даже очень легкие камеры, для которых эти грузики слишком тяжелые. А также, добавляя дополнительные грузики снизу, прицепить даже более тяжелую камеру сверху. Необходимые же 2 секунды будут достигаться в первую очередь за счет манипуляций с длиной самой штанги. То есть еще раз, пытайтесь достичь необходимого времени в 2 секунды за счет добавления грузиков сверху, либо за счет сдвижения или раздвижения штанги, и убирайте грузики с нижней панели только в случае крайней необходимости. Следующим шагом будет выравнивание камеры, чтобы при статическом положении штанга находилась ровно перпендикулярно полу. И тут все просто, если камера заваливается немного вперед, то соответственно сдвигаем ее назад, а если камеру кренит в один бок, сдвигаем ее соответственно в другой бок. После этого статический баланс настроен, и при движении стадикамом штанга с камерой будет сохранять вертикальное положение. Далее идет динамический баланс. При правильной настройке при панорамировании штангу не начинает вести, и она, вращаясь, сохраняет свое перпендикулярное к земле положение. Настройка динамического баланса чуть сложнее, и чтобы не тратить слишком много времени на объяснение, в описании я оставлю ссылку на видео, где очень-очень подробно описан весь процесс настройки динамического баланса. После статической и динамической калибровки все готово к съемкам, и давайте посмотрим тесты. Тестировать будем с помощью моей основной камеры, это Panasonic HC-V770 с очень хорошей оптической стабилизацией, и с помощью фотокамеры Nikon D3100.
Как видите, стабилизация, в том числе и за счет Steadicam, если ваша основная камера не обладает хорошей встроенной стабилизацией, это очень важная вещь для съемки. С учетом того, что этот стабилизатор стоит всего 4000 рублей, это очень хорошее устройство, очень хороший инструмент для хорошей съемки, но есть несколько уточнений. Дело в том, что результат, в отличие от электронных стабилизаторов, в данном случае будет зависеть исключительно от вас, потому что, несмотря на саму конструкцию, многое будет зависеть от ваших умений пользоваться ею. Да, Steadicam — это не такая вещь, на которую вы накрутили камеру, откалибровали и все, ваша картинка стала плавной. Очень важно практиковаться и улучшать свои навыки обращения с ним, и тогда с каждым разом результат, которого вы можете добиться с помощью него, будет все лучше и лучше. К примеру, старайтесь слегка придерживать Steadicam у основания. Это даст больше контроля над поведением камеры, и вы сможете поворачивать ее и делать, например, плавные выходы. Также необходимо научиться плавной ходьбе, желательно на полусогнутых ногах, чтобы избежать лишних вертикальных смещений системы и улучшить плавность. Многие из нюансов придут к вам именно в процессе накопления опыта работы с подобным устройством. Возможно, вы придумаете какие-то свои фишки, и со временем подобный Steadicam станет незаменимым инструментом при динамической съемке. Также хотел бы уточнить главное отличие в сравнении с упрощенной версией Steadicam, который был в одном из старых выпусков. Естественно, все просто. Главное отличие — это возможности настройки. На Steadicam CSS1 положение камеры регулируется только по одной оси, чего естественно не хватает при использовании камеры с дополнительными устройствами, и главное, ручка имеет запас отклонения лишь примерно на 25 градусов в каждую сторону, чего может быть совершенно недостаточно при совсем экстремальных условиях съемки. У Steadicam в форм-факторе, аналогичном с S60, ручка имеет гораздо больший запас для движения. В целом, за 4000 это отличный Steadicam, который позволит начинающему оператору познакомиться с устройствами подобного типа. И, кстати говоря, в комплекте с данным Steadicam имеется также и сумка для переноски. Из минусов назову разве что небольшое количество грузиков, которые можно докупить или подобрать, скрипучую рукоятку, которую, конечно, также легко поменять, и то, что нельзя изменить высоту расположения шарнира, что дало бы еще больше возможностей. Однако эти минусы совершенно не критичны и, разумеется, обусловлены демократичной ценой. Что ж, на этом все. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, возможно, полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, оценивайте видео, как считаете нужным, пишите в комментариях, пользовались ли вы подобными устройствами, и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict. Пока!